спасибо, что заходите на мой канал. Сегодня у нас продолжение тематики Евровидения. Просматривала паблики на тему Евровидения. Я там увидела одну группу из Исландии. Как раз там была фотка, где они в финал, что ли, там тут 3 группы вышли. Вот, и меня зацепила очень одна... там было 2 женщина, по-моему, вокалистка, мужчина, и вот группа. Меня очень сильно зацепила группа своим неординарным видом. В плане не внешности вокалиста, а в плане того, что там одежда, маски. Я еще подумала, надо про них посмотреть. Оказалось, они, вышли в финал от Исландии, что, я думаю, это удивительно, потому что я еще не смотрела. Если вспомнить предыдущий год, от Исландии ездил в Орион. Парень такой на воздушном шаре, типа, принципа, у него такая песня была, спокойненькая какая-то такая, типа, диснеевской. А здесь такой внешний вид, что меня наталкивает на мысль, либо это рок, либо металл, либо там индастриал, либо смесь индастриал и рока, с металлом, там, может, индастриал и готика. Может, вообще будут похожи как на Рамштайн, я не знаю. Поэтому мне очень интересно. Также я еще смотрела отдельно чисто для себя песни, те, которые сейчас уже выходят, потому что они очень становятся конкурентоспособными. То, что до этого выходило, это, такие сопли. Они не запомнились мне. Я не помню ни страну представителя, ни самого представителя, там, в внешнем плане, ни песни названия, вообще не помню. А сейчас уже выходят такие достаточно интересные. Тоже взять самую Польшу. Вот мне нравится, как они звучат, как вокалистки поют, то, что такое вот... Не знаю, почему, мне напомнило немножко кей-попа в плане исполнения. Плюс у них национальные костюмы, национальный язык, и там, и ставки с английским. Также я посмотрела Португалию. Это прям вообще вот фаворит тоже для меня. Потому что он, во-первых, немножко восточные мотивы песни, такие индийские, по-моему, они как раз поют про Матахари. Необычный перформанс в плане танца, потому что там парень танцует, он как бы просто танцует, не поет, а второй поет, и вот мне этим сильно зацепило. Вот, и сейчас уже многие тоже так же песни пошли на родных языках. Мне кажется, вот Евровидение и должно быть таким разнообразным в плане того, что родные языки используются свои национальные костюмы, национальные инструменты, а не так, что такие штамповки, там, дэнс какой-нибудь, не знаю, или одни сопли. Нет, такого, мне кажется, как раз не должно. Насчет России здесь в этом плане трудно сказать, потому что наш язык, русский, мало кто будет воспринимать очень сильно, потому что не будут понимать, и сейчас очень, сами понимаете, такая обстановка, поэтому нам приходится на английском петь. Вот. Я думаю, сейчас мы начнем смотреть. Берите свой чаек, кофе или что вы там пьете, и мы начинаем просмотр. Итак, мы сейчас начнем просмотр. Напоминаю, что это Исландия. Мне еще очень нравится, как произносит группа Хаттери. Такое интересное название, надо посмотреть перевод, интересно, что означает. Я думаю, запоминается, опять же. Это чистый индастриал, уже по первым звукам слышно. Не спасли Евровидение. Это, наконец-то, хоть не одни сопли, наконец-то порадовали рокеров. Посмотрим сейчас, я сейчас послушаю и скажу, на какие группы они похожи. Потому что я любитель индастриала, я слушаю весь немецкий индастриал. У них сразу уже видно по костюмам, что это немного похоже на немцев. Так как я слушаю очень большое количество групп индастриал, начиная, от всем известных Рамштайн, заканчивая неизвестными, в плане того, что на широкую публику те, кто, много слушают немецкую музыку, то они знают эти группы. Продолжим просмотр. Я, очень рада. Это прям как, начиная Хельмашин, немного Рамштайн, но Рамштайн просто не совсем прям чисто индастриал. Русская, финская группа тоже, вот
я бы даже с ними сравнила. Потом, опять же, тех же самых Lord of the Lost взять. У них очень был альбом такой металлический прям. Сейчас дальше просмотрим. Я просто очень сильно рада, во мне рокер ликует. Вот, вспомнил Кондокрайс там, например, те же самые. Это Евровидение точно спасено. Хотя бы, по крайней мере, это уже разбавит сопли. И опять же, очень удивительно то, что они, если сравнивать с предыдущим годом, выбрали такую группу. Возможно, они поступили как Венгрия. Кстати, от Венгрии едет, по-моему, Йоцо Папай, опять возвращение. Вот, что очень удивительно, ну, я имею в виду с предыдущим годом, там ездили АВС или АВЭш, я не помню, как точно правильно, вот, потому что я называю большинство групп на свой манер. Вот, АВЭш я все равно слушаю, потому что, опять же, рок. Вот, я думаю, по этому принципу они выбирали. Либо в плане хорошо выборы, когда большинство групп уже известные артисты, которые едут от стран, и можно вот в этом плане поиграться на фоне там тех же представителей, которые поют баллады всякие, которые песни такие прям, ну, лирические, можно на вот этом фоне выбрать ту группу, которая шокирует, которая поет не в том жанре, как все большинство, и на этом можно выиграть. Продолжаем смотреть. Ох, костюмы у них офигенские. Я обожаю группы, которые продумывают костюмы, где у них всякие там могут шипы, могут типа военные формы быть такие какие-нибудь там не совсем прям копиры, да, допустим, какая у них морская, но с элементами. О, вот это прям вообще прям очень порадовали. А еще я сначала думала, что на фотке это типа девушка, вот, оказывается, это парень. И очень интересно вот это то, что ставка, типа, где там вокалист орёт, потому что я думаю, большинство эту группу не примут на Евровидение, я думаю, потому что там орёт вокалист, нестандартная песня, нестандартный внешний вид, нестандартные также сами декорации, много там вот именно индустриальные, там всякие молоты, клетки, цепи, вот этом вроде. Но здесь интересно в плане того, что не всегда у всех встретишь, опять же, группах, то, что вот так второй вокалист поет высоким голосом. И, кстати, еще хочу заметить, такая типичная стандартная прическа секты Индастри, у них так волосы залачены назад. Ну, понятно, на отборе, скорее всего, они выиграли за счет своих этих контрастов насчет других, я так думаю. Ну, либо там голосовали рокеры, представители большинства любителей жанра индастриал. Ну, я не знаю, жюри у них, видать, тоже любят то, что... Интересно, просто даже по жюри сколько баллов дали и сколько зрителей. Если у них так, может, у них только зрители выбирают. Я просто, честно, не знаю. Вспомнил еще Ostfront группа тоже. Ост плюс фронт. Есть просто Ostfront. А вот именно, ну, немецкая тоже группа Ост плюс фронт. Вот они тоже в индастриале. Тоже также орут, если можно так сказать. Вот. Короче, это
чисто... Потому что Германия, я не понимаю, почему Германия выбирает какие-то такие группы постоянно. Либо певцов представителей... Это вообще не показывает, как Германию. Вот мы знаем Германию, вот из таких групп мы знаем все большинство. Мы знаем, как Рамштайн. Я когда-нибудь дождемся, может, на Евровидении такую группу, как Рамштайн, как Умф, который вот прям представляет Германию. Ну, лично для меня. И также мне непонятно, почему Британия выбирает такие песни, которые постоянно где-то в самом низу. Да, они проходят сразу в финал, но не всегда же надо выбирать вот такую ерунду, которая будет сидеть в самом низу списка. Когда настолько много есть разных представителей, Алекс, не отклеивайся, которые много разных представителей сейчас на сцене от той же самой Британии, как, например, та же самая Адель, там, я знаю, типа Депеш Мод, Bring Me Horizon, по-моему, да, не из Британии. Аскинг Александрия, вот такие группы, где они все? Такое ощущение, что складывается, что у них отдельный такой поток именно песен групп для Евровидения, и потом они сидят в самом последнем конце списка. Я не понимаю, почему так происходит у них. Почему выбирают всегда такую ерунду, когда реально есть достойные представители, когда есть есть... Ну, просто ты смотришь же, правильно, все песни и в плане... Вот слушаешь ты группу, ты понимаешь, что да, вот эта группа очень крутая, значит, у них большинство групп должны быть такие, раз все их знают. Ну, это странно очень. Почему всегда какую-то фигню, те, которые сразу в финале, там большая пятерка, фигню всегда какую-то выбирают. Это как бальзам на душу. И обувь у них крутая. Я очень обожаю вот такие, когда именно не на каблуках, а на платформе, потому что очень красиво бывает такая обувь. Почему-то еще мне этот парень напоминает Депеш Мод. У них тоже такой блондин был. Не знаю почему, мне очень сильно напоминает. Интересно, даже сколько лет, просто такое ощущение, что вокалист слишком молодой, там лет не больше 25. Я как понимаю, они вроде на своем, да, языке поют, просто что-то немножко разобрать не могу. О, прям очень круто. Это однозначно мой фаворит, даже если победят или нет. Так что я уже определилась победителем для себя. Что я могу сказать? Либо они из полуфинала выйдут очень большими баллами, либо совсем не выйдут. Тут уже зависит как от публики, как примет, как будут голосовать. Кстати, надо посмотреть, с кем они там. Как уже будут голосовать, как примут этот перформанс, можно так сказать. Но я надеюсь, что они выйдут из полуфинала и будет интересно в самом финале. Также мне интересно, как либо они оставят эту постановку, я думаю, либо что-то еще добавить. Но я хотела, чтобы прям они добавили побольше огня, побольше цепей, побольше клеток, там всяких вот такого вот в этом плане. Прям вот я не могу сдержать свои эмоции, потому что это очень... Когда есть такие группы, отличающиеся от всяких соплей, всегда западают в душу. И в плане того, что были металлисты, именно были хард-рок на Евровидении, был просто рок. А вот именно индастриал я вот вообще не помню. АВШ, если я не ошибаюсь, по-моему, альтернатива, что-то такое вот. Но индастриал чисто такого прям индастриал со звуками наковальни,
типа с городом там всякие, где вокалисты рок, такого вообще не было. Вот это вот первая, по-моему, группа такая. Уф, это прям круто. Я прям рада, что они вышли в финал. Да, если бы еще Мантра от Хорватии вышла, можно по жанрам было бы сконкурировать и больше рока. Но тенденция мне нравится, то, что ура, то, что рокеры проходят дальше, то, что на этом Евровидении не обошлось без рокеров, это прям круто, то, что они есть. Надеюсь, они выйдут в финал, и надеюсь, они займут достойное место. Хочется, конечно, победы, потому что это признано будет в плане того, что рок на Евровидении есть, существует, и то, что его слушают там. Я надеюсь, они еще больше добавят огня, больше будет необычных штук, необычных конструкций. Да, многие, может, вообще это воспринимать как агрессию, как что-то против системы идущее, что-то не очень понятно для большинства публики. Но раз страна выбрала... Вот интересно, кстати, опять же, они очень популярны в своей стране или нет? Или они сейчас опять и станут популярными за счет Евровидения? Но раз страна их выбрала, значит, большинству понравилось. Спасибо, Исландия, спасибо, что не сопли. Как говорится, спасибо, что есть хотя бы рок. Хоть представители рока, индастриала, этого жанра всего есть. Это радует. По-моему, уже почти все представили свои песни. Может, кто-то еще будет из рокера. Потому что я хочу, чтобы хоть как... на Евровидении такое было больше рока от финнов, от немцев, от тех же самых британцев. Такой больше популярный. От Норвегии тоже хочется. Так что ждем, когда этот момент наступит. Раз все равно уже как бы рок закрепился на Евровидении, потому что последние года всегда проходит с роком. Так что вот такая была моя реакция. Я очень этому рада. Я очень рада, что Industrial, что как фанат для Industrial у меня это есть. Это хотя бы будет интересно смотреть. Вот. Так что я болею за них. Если кто-то есть, поддерживайте, комментируйте, ставьте лайки. Чем больше подписок, больше лайков, больше будет выходить видео. Я надеюсь на вас. Надеюсь, вам было приятно смотреть. Так что рок победит. Всем пока!